Добрый день, друзья! Недавно вышел обзор новой поставки из Leroy Merlin. И так после отпуска захотелось какого-то красивого нового цветочка. Поставка была изумительная, но было очень много желающих купить цветы. Мне досталась вот такая орхидея, названий нет, но мне она напоминает что-то между тиарой и сакрифайсом. Ну вот мне так кажется. И вторая мини-орхидейка. Конечно, названия тоже нет. Это мини-орхидейка, но для мини у нее цветы немножечко крупнее. Совсем немного крупнее, чем у мини-орхидей. Но не бывает, наверное, таких спонтанных покупок без проблем. И у этих орхидей есть проблема. Давайте покажу. Мы начнем с маленькой. Мне очень хочется, чтобы она постояла подальше от большой орхидеи. Какая у нее проблема? Было всего 3 распущенных цветочка. И сразу на вот этом цветке никаких точечек и крапинок видно не было. А постояв дома 3 дня, на всех этих 3 распущенных цветочках появились маленькие точечки. Вот на этом больше всего видно этих точек. И, скорее всего, это грибок ботритис. А раз это ботритис, то цветы обязательно нужно удалить и как можно быстрее выбросить. Обрезаю все эти 3 цветочка, сразу складываю их в полиэтиленовый пакет, закрываю и утилизирую. А за вновь распустившимися цветами наблюдаю. Если точек больше ни на одном не появится, оставляю все цветы. Если появится, точно так же отрезаю и выбрасываю. Ветка такая большая и вроде бы красивая, и должны распуститься все бутоны, но не тут-то было. Один бутончик уже начал сохнуть. Но это не все проблемы, которые есть у этой орхидеи. При покупке я видела, что у орхидеи есть черный налет на самом основании. И вот такую орхидею хотелось бы обработать неразбавленным Максимом. Вот эти черные места. Это могут быть и механические повреждения, а может быть, она ехала достаточно долго. Сейчас к нам едут орхидеи, ехала долго, торфяной стакан был влажный, можно было выжимать. Сейчас за то время, в которое она находится, у меня торфяной стакан подсох. Я хочу его переставить вот в такой небольшой горшок. Давайте сначала я обработаю, а потом достану и переставлю в этот горшочек. И вот эти черные места обработать неразбавленным Максимом очень-очень тонко. Сейчас я попробую выдавить маленькую капельку Максима в шприце. Взять на тонкую кисточку. И вот таким образом, давайте, чтобы вам было видно. Студенты, присутствующие внизу, не ругаться. Вот так аккуратно постараться не задеть корни, а обработать только видимые черные части.
Понимаю, что и снимать это не очень удобно. Но работа требует внимания и определенной тонкости. Впрочем, как и кисточка. Ричи, нельзя ругаться. Что это за хулиганство? Ты зачем разогнал? Зачем ты прогнал Юлю и Сему? Тебе не стыдно? Стыдно. А Юля сказал, ну и ладно, я пойду на солнышко. Воинственный кот. Так, сейчас посмотрю. И вот под листиком есть маленькое черное пятнышко. Так его немножко тоже обработала. Ричи, Ты же спал. Ты плохо ведешь себя, Ричи. На этой орхидее есть механические повреждения листьев. Лист порван, сухие части. Конечно, я протерла всю орхидею зеленым мылом. Раствором зеленого мыла, не забывайте, иногда задают интересные вопросы. А чистым зеленым мылом протираете или нет? Нет, конечно, я всегда рассказываю, что нужно пол чайной ложки зеленого мыла растворить в 50-100 мл воды и протереть листики. Но сейчас появилось зеленое мыло, спрей. Его разводить не нужно. Можно обрабатывать просто опрыскиванием. Так, и теперь я хотела что сделать? Вытащить эту орхидею. Ну, корни неплохие. Все остальное вроде бы неплохо. Только мусора много на столе. Переставляю в другой горшок. Поливать буду опрыскиванием торфяного стакана. И наблюдать. Как только корешки пойдут в рост, мы с вами, может быть, сделаем экспериментальную посадку, а может быть, просто пересадим эту орхидею. Давайте ее отставим подальше. И займемся вот этой красавицей. Таких орхидей в поставке было 4. Но разобрали их моментально. Причем так обидно, когда разбирают их перекупщики. Они посмотрели на все эти 4 орхидеи и одну отставили. А им не понравились корни. Ну, может быть, они и заметили то, что я не заметила. Но я решила забрать эту орхидею. Корни были настолько влажные, с горшка просто вода лилась. Но корни – это не самая большая проблема, которая присутствует у этой орхидеи. Они же всегда продаются в упаковках. Листья все собраны наверх, и между листьями ничего не видно. Ну, то есть пазухи листьев. И когда я пришла домой и сняла упаковочный материал, я просто была в шоке. Ну, просто интересно. Вот бывают же такие орхидеи. Сейчас я вам покажу этот ужас и кошмар. Смотрите, что я увидела под листом. Внутрь орхидеи уходит огромное отверстие. Причем не вызванное, я бы сказала, ничем. Там не было цветоноса, там нет корня. Туда просто уходит отверстие. Здесь листик начал вот так пропадать. Ой.
Ну и вроде бы ничего такого уж сильно плохого нет, но вот эта часть меня очень волнует. Я хочу прямо в это отверстие налить Максим, неразбавленный Максим. Совсем забыла вам показать, каким Максимом я пользуюсь. Я пользуюсь только таким Максимом для цветов и картофеля. А если я открываю ампулу, которая там находится, и у меня не использованный Максим остается, я переливаю его в шприц и потом использую по мере необходимости. Как сейчас это будет снято на камеру, я даже себе представить не могу. Я это буду делать шприцом, иголкой. Давайте попробуем это снять. Нужно сделать так, чтобы не уколоть орхидею. И вылить туда. Я, например, сейчас ничего не вижу. Замечательно выходит. Ну, похоже, что у меня получилось. И эту каплю Максима еще и распределить там внутри. Замазать все это отверстие неразбавленным Максимом. Мне кажется, что получилось. И чуть-чуть вот здесь обработать внизу, потому что там тоже видно какая-то чернота. Не знаю, передает ли это камера, но мне это видно. И по краю черноты на листе я тоже провела вот такую небольшую полоску. Здесь бы еще хотелось, вот здесь уже что-то чернеет. Ну, в общем-то, давайте сделаем какие-то предположения. Вот эти листья не касаются ни этого отверстия, ни черноты. Этот лист пожелтеет и отпадет точно. Этот наверняка. Вот этот, в котором есть это отверстие, тоже может пожелтеть и отпасть. И в конечном итоге на этой орхидее может остаться только 3 листа. Давайте за ней понаблюдаем. Конечно, ни о каких пересадках речи быть не может. Будем смотреть, наблюдать, что будет происходить с орхидеей. Кстати, вот этот лист, но этот лист пожелтеет очень быстро, потому что у него вот, сейчас как бы вам это показать. Вот там он тоже имеет какие-то повреждения. Ох, как бы в это заглянуть, но заглянуть не удастся. У него здесь есть и разрыв листа, трещина. Поэтому он очень быстро пожелтеет и отпадет. Давайте все-таки понаблюдаем, что из этого получится. И еще мне бы хотелось обратить ваше внимание, когда вы покупаете, вам дарят орхидею с очень мокрыми корнями. Вот это волнение о том, что корни не просыхают, о том, что сейчас она вся из-за этих мокрых корней сгниет. Вот отбросьте все эти волнения. Если вы видите, что с орхидеи прямо стекает вода, поставьте их на салфетку. Положите салфетки или туалетную бумагу, которая хорошо в себя впитывает влагу, вверху. Постарайтесь оттянуть эту влагу, но не разбирайте. Дайте орхидеи высохнуть. Вот видите, прошло всего 4 дня с момента покупки, а корни уже высохли. Ну, правда, у нас сейчас всю неделю стояла очень высокая температура, и в комнате примерно 23 градуса. Но даже если у вас температура в комнате 20 градусов, постарайтесь просушить корни орхидеи, но не разбирайте. Потому что вот с такими болезнями, с такими повреждениями орхидею в разобранном состоянии будет вылечить очень-очень сложно. Я просто еще раз напоминаю, потому что такие вопросы возникают все время. Ну что ж, понаблюдаем за этими 2 орхидеями. Очень интересно, что будет вот с такой поврежденной орхидеей и как будет расти мини-орхидея в торфяном стакане. Ну,
растить корни, соответственно. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.